Наши шерифы убиты, и много солдат погибло. А мощь армии Регалы только растет. Она нанесла нам удар на посольстве, это правда. Но мы сделаны из железа. Мы не отступим. Может, Регала и собрала себе армию, но... Ее машины убили весь мой отряд! Вспомни видение. Предтечи не выбирали битву, но все же они не дрогнули. Не отступили. И мы не отступим. Во имя десятых. Ты пришла к нам. Вы знаете, кто я? Огневолосая воительница, одолевшая лучшего воина Регала у света пустоши? Да. Мы знаем, кто ты. Я Дека, духовница клана Долинников. Ты пришла говорить с вождем Хикара? Не совсем. Мне здесь кое-что нужно. Все, что тебе нужно, даст вождь. Идем. Это одно из видений, о которых вы говорили? Да. Это записи о десятых. Я могу показать их тебе, если хочешь. По пути к вождю. Ваши видения. Ты говоришь, это записи о десятых. Кто они? Предтечи, которые приняли бой против машин на этой земле много лет назад. Их подвиги отражены в видениях. Ну или в том, что от них осталось. И мы помним и чтим их. А раньше было больше видений? Намного. Здесь все было наполнено светом и звуком. Но с годами видение поглощает тьма. Одно за другим. Поэтому духовники так важны для племени. Мы запоминаем все, что дали видение, впитываем в себя и передаем из уст в уста от поколения к поколению. Однажды роща угаснет. Но духовники будущего сохранят видение в памяти. Почему Хикара хочет меня видеть? Мы воюем с Регалой. А ты уже доказала, что можешь выстоять против нее. Я пришла не воевать вместо вас. Не вместо, а вместе. Но я не собираюсь тебя убеждать. Это дело вождя. Он умеет уговаривать. Что значит быть местной духовницей? Мы передаем молодым знания видений и делимся с ними своей мудростью. Какой мудростью? Как быть настоящим воином. Как храбро сражаться и не запятнать честь. И когда стоит заключить мир. Ты сама все увидишь, когда мы войдем. Что ж, пойдем к вождю Хикару. Он в тронном зале, в дальнем конце рощи. Идем. Да узришь ты записи о десятых. Оно повреждено. Запись неполная. Полнота смысла утрачена. Долг духовников — объяснить людям то, что осталось в видениях. Битвы. Все готовы. Десятые были храбрыми солдатами, верными своему отряду и своему долгу. И когда битва звала их, они взлетали в небеса и прыгали навстречу славе. Все Тенакт стараются поступать так же. Пока не было одного вождя, это то немногое, что объединяло все кланы.
Десятые. Чаще лесов. Раньше ты проигрывал больше. Как дома. Они защищали... Прячась в тенях. Ловили Эй, врагов. чужеземка! Солдаты Говорят, в твоя джунглях. реликвия позволяет слышать голоса Те самые предтечь. 10-е? Это правда? Да, они умели прятаться от врага в густых зарослях, пока не наступал подходящий момент для атаки. Уже много лет мой клан, клан Долинников, вдохновляется этим видением и живет в джунглях на юго-западе. Чужеземка, прошу, помоги Десятые. починить связь. Чаще лесов. Элой, мы не виделись с самой кровоточиной. Воевали в горы. Суровый. Оборонялись горы. На войне 10-е забирались на отвесные скалы и сражались в снег и метель. Они делали все, чтобы защитить свой народ. Рада встрече, Элой. Они были непобедимыми? Нет, не были. Но видения говорят нам об их силе и отваге. А это главное для истинных солдат. Небесники почитают это видение больше других. Они поселились в горах к северо-западу отсюда. Наши пути Десятые. вновь пересеклись. Герои. В пустыне захватить всех. Остальные боялись ярости. Солдаты атаковали врага. А это видение? О том, как 10-е вели войну с врагом в жаркой пустыне, где никто не смог бы выжить. Но вопреки всему, они сумели. И пустынники поступают так же. Ты должна была пройти по их землям по дороге сюда. Да. Они довольно жесткие. Они сочли бы это похвалой. Десятые воевали в горы. Элой, мы не виделись с самой кровоточины. Привет, Элой. Я надеялась, что мы еще увидимся после потопа в кровоточине. Натика, ты все-таки поступила в охрану вождя. Нелегко было решиться, но да. Когда ты ушла, мы попрощались с Кентоком, я думала о его словах. Он верно служил клану и племени как мог. Теперь моя очередь. Он бы оценил. И устроил бы мне выволочку за то, что я отвлекаюсь. Не буду мешать. Спасибо тебе, Элой. Иди с силой 10-х. Десятые воевали в горы. Вождь внутри. Ты готова ко встрече? Готово. Хорошо. Идем. Он прямо под троном. Скоро увидимся, чужеземка.
Спасительница Меридиана. Мне сказали, ты сдержала войска Регаллы у света пустоши и победила чемпиона Груду 1 на 1. Впечатляет. Еще я встретила там Фашава. Он сказал, ты великий воин. Человек чести. Его смерть — еще один болезненный удар. Мы не скоро восстановим ряды наших шерифов. Но если ты пришла предложить свое копье, этот час приблизился. Я пришла не воевать за вас. Здесь внизу есть кое-что, что спасет множество жизней, и ваше тоже. Эту вещь невозможно увидеть, но она Я там. видел ее. Ты назвала свою цену. Теперь я назову свою. Мои шерифы мертвы, и ты нужна мне. Помоги одолеть моих врагов, и я пущу тебя в подземную комнату. Меня нельзя купить. Я не наемная убийца. Я должна спасти людей больше, чем ты сосчитаешь. Я сосчитал трупы убитых шерифов. Сосчитал сотни тенакт, чьи жизни стоят на кону. Я буду биться за них. И убью каждого, кто нарушит мир. И ты тоже, если хочешь попасть в подземную комнату. Ясно. По твоей логике, что помешает мне убить тебя сейчас и забрать нужную для спасения вещь? Попробуй. Может, у тебя и выйдет. Бой будет в любом случае. И я предлагаю бой с Регаллой и ее преступлениями. Ладно. Я слушаю. Нужны шерифы, чтобы племя было единым. Это звание воины могут получить только в боевом испытании, Кульруте. Я уже объявил о его проведении. Но Регалла намерена сместить меня, а потому она нападет. Захочет убить меня перед собравшимися кланами. И я должна стать твоим телохранителем? Нет. Защитить Кульрут. Но это не все. Зная, что Регалла нападет, один из кланов уклонился от призыва участников. Отправляйся на север. И заставь Текотте, предводителя небесников, подчиниться зову Кульрута. Заставить подчиниться? Сделай все, что нужно. Я не могу провести Кульрут лишь с 2 из 3 кланов. Шериф Катала поможет. Его ранили у света пустоши, но он не бесполезен. Шериф на севере, в деревне Скальный Кряж. Найди его там. Он отведет тебя к крепости клана Небесников. Если у тебя остались вопросы, задавай. Сожалею о гибели Фашава. Он показался мне хорошим. Более того, он был мостом между Тенакт и Карха. Ни одного другого чужака мы так не уважали. Я надеялся, он станет моим голосом в Меридиане. Перемирие с Карха могло стать чем-то большим. Союзом? Обменом. Карха не такие, как мы. Наши подвиги мы отмечаем краской на коже. И память умирает с нами. Но Карха не забывают. Их подвиги хранятся в свитках. Вы хотели учиться? Как я учился у Фашава. Большая потеря. Фашав назвал Регалу твоей главной ошибкой. Почему? Это не твое дело. Правда? Я билась с ее воинами у света пустоши, но не знаю, зачем ей война. Она была самой опасной из шерифов. Острием моего копья. И что случилось? Регалла презирает Карха, которые сожгли живьем ее братьев. Когда мы отбили красные набеги и разрушили свет пустоши, она хотела гнать их до самого Меридиана.
Не желала мира после смерти безумного короля и не понимала, чем обернется эта война. Когда я принял послов Авада, она обезумела, назвала предателем, вызвала меня на бой. Что ты сделал, когда она вызвала тебя? Будь ты Тенакт, ты бы знала, что такой вызов нельзя не принять. Усмирить ее было нелегко. У меня 7 шрамов с того боя. Шерифы требовали казнить ее на месте. Но я понял, что не могу забыть о нашем с ней прошлом. Она не раз доказывала мне свою верность, и я пощадил ее. Но она приняла милосердие за унижение, которое она не может простить. Регала хочет твоей смерти. Хочет. Но этого ей мало. Она не успокоится, пока все 3 клана не поддержат ее поход на Меридиан. Кто знает. С машинами она вполне может сравнять его с землей. Машины уже нападали на него. Я знаю. Что такое Кульрут? Раньше кланы сражались друг с другом, но теперь мы союзники против машин. Это мой закон, и его олицетворяет Кульрут. Каждый клан должен послать участников на ритуал. Эти участники должны проявить себя в бою против машин на арене, за этими стенами. Победившие воины становятся шерифами, они объединяют племя и хранят мир. Ты зовешь их хранителями мира, но шерифы на посольстве были воинами. Не только воинами. Они отреклись от родного клана и поклялись вечно служить миру и порядку. Они блюдут закон, разрешают споры и представляют Тенакт на переговорах. Без них я не смогу править. Поэтому ты должна обеспечить проведение Кульрута. Почему клан Небесников не участвует в Кульруте? Из всех 3 кланов у них самая надежная крепость, защищенная стеной, называемой Валом. Их предводитель считает, что сможет переждать нашу войну с Регалой за своими укрытиями. И сохранить силы, пока вы ослабляете друг друга. Ты размышляешь, как опытный шериф. Хорошо. Почему я должна образумить Небесников? Все Тенакт уважают силу, а ты отбила атаку Регала у света пустоши. И потому что твои шерифы мертвы? Верно. А что же Каталла? Он один не справится? Он калека, они не проявят уважения. Звучит несправедливо. А потерять руку справедливо? Уважают они его или нет, но Каталла нам полезен. Он знает Небесников и вырос в их крепости. Он сопроводит. Ты сказал, что видел что-то внизу. Видел. В день своей великой победы. О чем это ты? Десятки поколений кланы сражались за владение этими священными землями. И лишь я их получил. Я сражался годами, убил всех, кто стоял на моем пути. И когда я покончил со всеми врагами, я остался в роще один. Победа была моей. Так я думал. Гром грянул с востока, и ударила синяя молния. Прямо туда. Гея умерла. И прибыл эфир. Видения рощи вокруг меня стали громче и ярче. И вдруг передо мной явилось новое. Предтечи говорили, и то, что они сказали, изменило все. Что предтечи сказали тебе в новом видении? Та, которую звали Фарадей, предрекла растущую опасность машин и велела объединиться против них. Она призвала шерифов, чтобы установить мир. Видение растаяло и больше не появлялось. Я отметил точку, где оно сияло, копьем, и навсегда запомнил слова Фарадей. Покончил с войной между кланами, научил воинов сражаться с машинами
Кульрут дал мне шерифов. С тех пор племя жило в мире, пока Регала не напала на свет пустоши. А та комната под троном, ты потом входил в нее? Входил. Внутри древнее устройство. Оно гудит от мощи. Ты увидишь все сама после Кульрута. Клянусь тебе. Я сделаю то, что ты просишь, и разберусь с Текота на севере. Но не забудь о нашей сделке. Ты получишь обещанное, если преуспеешь. Поговори с Декой на выходе. Она подготовит тебя к дороге. Подойди, поговорим. Хикару сказал, ты меня подготовишь. Я дам тебе оружие в помощь. Оно пригодится в дороге до скального кряжа. По пути ты встретишь много машин. И наши разведчики видели там мятежников Регалы. Машины и мятежники. Ничего нового для меня. И правда. Иди на север к подножью гор. Потом поднимайся, пока не сотрешь ноги, а от холода не перехватит дыхание. Тогда ты поймешь, что добралась до небесников. Да наполнит тебя сила десятых. Похоже, придется помочь Хикару, чтобы добраться до эфира. Надо найти шерифа Каталлу у скального кряжа. На машине доеду быстрее. Жарко. Я вся вспотела. Солдат Тенат Эй, в беде. странница! Помоги Ну убить что, эту тварь! погнали? Да сдохни уже! Готово. Фух. Помоги. На кону жизнь.
иди сюда. Быстрее. Помоги моей подруге. Стой. Не торопись. Объясни. Мы с Летай доставляли припасы на юг, и напали машины. Я оставил ее там, чтобы привезти помощь из рощи, и тут еще одна машина. К счастью, подоспела ты. Так твоя подруга сейчас бьется с машинами? Так об этом я и говорю. Вытащу ее, если смогу. А ты беги за подкреплением. Хорошо. И спасибо. Дальше по дороге должна быть еще одна Танакт. Повозка есть, а припасов нет. И Танакт тоже не видно. Земля стала холмистой, воздух холодным. Похоже, скальный кряж уже близко. Проверим. Ага, сюрприз! И не вставай! Сбейте ее с этой штуки. Машина! Разберите себе цели! Порядок. А вот и скальный кряж. Каталла ждет меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. Да, паршиво. На этот бой стоило посмотреть. Попадут твои враги. Постой, ты там был? Ага, как и весь мой отряд. Хотим сделать новую отметину в память об этом моменте. Что? Мы просто смотрели. Что? Сказать, на что еще они способны. Что они могли. Это Каталла. Земка. Долину наводнили мятежники Регалы. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других пасут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к Валу, чтобы ты поговорила с Текоте. Был бы от этого толк. Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Что это за место?
Скальный кряж был военным форпостом во время войн кланов. Его цель — охрана входа в долину и наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками Регалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто наблюдать. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Текоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. А почему Вал такой несокрушимый? Он сложен из огромных камней и неуязвим для прямой атаки. Ни воины, ни машины не могли его пробить. Только я смогу провести тебя за него. Когда мы закончим разговоры. Почему ты уверен, что Текоте не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикара говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Текоте хитер, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за валом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. Как думаешь, зачем воины Регалы сгоняют машины в долину? Подобные сообщения мы получали отовсюду. Мятежники пригоняют машины из диких земель. Но, судя по всему, долго управлять ими не могут. Пасут их в лагерях. Там они делают с ними что-то. И добиваются постоянного контроля. Перехват в 2 захода. Я о таком не знаю. Но это не все. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять и ими. Ты был на посольстве. Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты еще не вылечился. Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Я рада, что я тебе не враг. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнения еще не раз встретим воинов Регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть. Я не кусаюсь, получил знак и думает, что За сможет мной. бросить вызов крепости. Еще 2 знака ему точно не получить. Он попытается. Что она делает? Надеюсь, я буду там и увижу, как ему Как бы ты убедил Текоте отправить претендентов? Никак. И все же. Ты на кто? Как грубо. И что? Защитница, На что еще прошу, не способны. просто выслушай Что они меня, а могли затем бы можешь создать идти. для нас? Я скорее выпотрошу одного из этих пьянчуг, чем заключу с ним договор. Просто это так. Подходи, поторгуем. Знаешь, что обидно?
что мы не вышвырнули их обратно на восток, когда была возможность. То, что ты сделала для моего народа, известно каждому в землях кланов. И я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами. Мой отряд скоро выдвигается. Ведь здесь не твои враги. происходит ничего, о чем я бы не знала. защитникам Рощи. И, собственно говоря, С тобой 10-й. говорят, ты умелая Настало время воительница. покончить с мятежниками. Интересно, выстоишь ли ты против Ирайо, одного из наставников боя в Вале? Я не сомневаюсь в своих силах, Слышал, но твой брат всегда есть чему получил знак научиться. от тренера Хорошо боёв. сказано. Если сможешь, зайди к Ирайо. Он только Может, об зайду. этом и говорит. Получил знак и думает, что сможет бросить вызов Следуй зову крепости. чести. Еще 2 знака ему точно не получить. Он попытается. Надеюсь, я буду Пришла там и поторговать. увижу, как его Приветствую, удерут защитница. Ты делаешь наш поход долгим. Прости, там было важное дело. У тебя есть что мне рассказать? Перед тем, как ты ушла, мы говорили о чем-то. Вспомнил. Тенакт уважают сильных воинов и надежные клинки. Кто не сражается, бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы. Правда, не хотелось бы это доказывать. Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Да. Клан защищал ее много поколений. От кого? От других кланов Тенакт. И даже от Карха. Давным-давно. Сегодня без происшествий? Чего? Ладно, меняем тактику. Ты? Вторжение! Сражайся с честью! Добивай! Не стой на пути к нашей цели! Только попади. Славно. Идем дальше к валу. Мятежники собирали детали машин. Может, они нужны для перехвата. А Текотте бездействует? Зачем что-то делать, если есть вал? Я вырос за этой стеной. Там легко поверить в абсолютную безопасность. Там еще мятежники. Веди меня. Эй, смотри в оба! Врагов не замечено? Продолжай! Отомстим за падших шерифов! Враги! Вы слышали? Бомба! Я прикончил эту тварь. Назад! Нет! Сражайся! Большая мишень удобная. Они мешают нам идти к цели! Как видишь, я еще могу сражаться. Что дальше? Броня ослабла! Им конец. Идем дальше. Не уходи далеко.
Надо поспешить к валу. В скальном кряже ты сказал, что мятежники уже давно снуют здесь. Они заполонят всю долину, а Текоте так и не поймет, что он в меньшинстве. Если бы речь шла не о клане, я был бы даже рад. Текоте пора проучить. Ну вот, это вал. Сообщи, когда подготовишься, и я представлю нас. Эй, ты! Шериф требует встречи с предводителем клана! А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору. Где крылья десятых найдут нас? Ладно, шериф. Я спущу подъемник. Когда встретим Текоте, говорить буду я. Посмотрим, как пойдет. Я вернулся. Это был твой дом? Много лет назад. Идем. Что в этом странного? Сейчас в землях кланов хватает мятежников на машинах. Ну же! Вы можете лучше! Мы-то не мятежники. Именно. Да воссияет твой клинок! Это что, Катала? Зачем он привел чужезем? Да падут твои враги. Искры полетят во все стороны. А мы получим одинаковые отметки. Думаешь, нам дадут увольнительное? Свободный проход через границы. Единственный тенакт, которые сами пойдут в Карха, это те, кто Да хочет уж, сжечь там как всё они нам дотла. рады. Чужеземка и шериф-калека. То еще зрелище. Все как там, где я росла. Так и не решила, что хуже. Когда меня сторонились или когда стояли и глазели. Не теряй бдительности. Мы пришли к Текоте. Впустите. Вернулся сын клана Небесников. Во славу десятых. Твой вождь приказал немедленно отправить участников на Кульрут. Мы прибыли, чтобы сопроводить ваших до рощи в безопасности. Ясно. Регалла сильно потрепала вождя, раз ему пришлось прислать вас двоих. Она сразила груду лучшего воина Регаллы на посольстве. Она билась с честью. Мне хватило ума держать солдат в стороне. Вот и сейчас предпочту оставить своих дома. Если уж драться, то здесь, за родные стены, за наш клан. Стена не защитит вас. Регалла умеет управлять машинами. Они уже у ваших дверей. Да знаешь ли ты, сколько битв выдержал вал?
Эти камни видели много крови. Я знаю, что он не должен был стать щитом для труса. Когда-то ты был воином. Когда-то. Передай Хикарро со всем уважением. Мы оставим наших участников дома. Ведь здесь, за валом, мы в безопасности. Я предупреждал. Говорить с ним бесполезно. Придется его убить. Будет нелегко, вокруг его люди. Ты вообще слушаешь? Ведь здесь за валом мы в безопасности, сказал он. Жди здесь. Надо осмотреть эту стену поближе. Что? Зачем? Пробирает до костей. Стена может быть и не такой прочной, как считает Текоте. Надо спуститься к основанию и осмотреть его. Хорошо. Да, кстати, Подходи, поторгуем. Отшили тебя, чужеземка? Еще посмотрим. Мне нужно немного отойти от стены, чтобы ее просканировать. Так, просканируем стену. Как я и думала. Там есть что-то металлическое. Но эти валуны мешают сканировать. Подобраться бы поближе. Но как? Похоже, я смогу забраться на левую часть стены. Рядом с водопадом. Откуда течет эта вода? Вода затекает в стену. Может, там отверстие? Если потяну за валуны, они поддадутся. Честь и сила. Хорошо выглядишь. А теперь просканирую танк еще раз. Ядро питания. Вот бы взорвать его. Но как? Ладно, тут ничего не сделаешь. Надо найти Каталлу. Стража сказала, ты ползаешь по стене, как крыса. Что во имя десятых ты удумала? Текоте сказал, что он не пошлет участников, пока они в безопасности за валом. Так? Не напоминай. Надо сокрушить вал. Ты там головой о камни ударилась? Я серьезно. В стене застряло что-то из мира притеч с ядром питания. Можно взорвать его, но надо пробиться через слой камня и железа. Даже если это и правда, мы не справимся без орудия. Точно. Ты же говорил, что мятежники снимают такие с машин в долине. Пошли. Нет. Я не стану участником подобного безумства. Хикарро приказал помогать мне. Ты ослушаешься его, как тот навозник с горы?
Это было грубое сравнение. Возможно, у мятежников лагерь на северо-востоке. А дальше что? Нападем на них на всех вдвоем? Вроде того, да. Мозгов у тебя мало, зато храбрости полно. Кстати, вы с Текоте так разговаривали. Мне даже показалось, что между вами вражда. Так и есть. Если сработает, это твой план. Может, расскажу. Мы Ловлю на приближаемся слове. к месту, где видели мятежников. Так, похоже, мятежники раздобыли оружие посильнее. Готов? Давай! Ты хотела орудие? У той твари они есть. Но завалить ее будет непросто. Особенно без руки. Я займусь здоровяком, ты займись остальными. Тогда вперед. Пожалуй, стоит взглянуть, не найдется ли какой способ победить ту машину. Визор мне поможет. Отряд, подъем! Скоро выдвигаемся! Морозильные снаряды должны сработать. Небесники падут! Ха-ха! Да! Готов. Бей по слабому месту! Сталь тут есть не только у тебя! Так держать! На, нет! Оружие к бою! Иди сюда! Я в порядке. Я могу сражаться. Справились. Кстати, по поводу пушки. Нелегко будет тащить до самого вала. Давай. Может, я и калека, но спина у меня крепкая. Иди вперед. Знаешь, ты отлично сражался. Не думал, что мы выживем. Но мы победили и мятежников, и их машину. Приятно было, наконец, дать им отпор. Думаешь, орудие правда справится с задачей? Ну, скоро узнаем.
Мы на месте. Но одного орудия мало. Тебе нужно чудо. Сейчас будет. Так, сперва отстрелю камни, защищающие эту... Работает! Ничего не взрывается. Это не сработает. Вы только поглядите. Детишки играют в осаду. Надеюсь, вы не оцарапаете мой вал. Слышите? Не позорьтесь, уходите. И оставьте бедную гору в покое. Твой последний шанс, Текоте! Ответь на призыв Хекаро! Ты не понимаешь, это ваш последний шанс. Иди прочь, дикарка, живо! И калеку с собой забери. Что ты наделала? Ты больше не спрячешься за стеной, Текоте! Придется послушать Хекаро! Нет! Ни за что! Мы ее восстановим! Сейчас же! Вы в безопасности? Вал не может защитить вас от одной пушки, не говоря уже об армии машин. Единственное спасение для вас — объединиться с вождем против Регалы. Ты сказал, что не пошлешь участников, пока клан в безопасности за этим валом. Придется их послать. Или твое слово ничего не значит? Отправьте. Не расслышал. Отправьте участников! Я надеюсь увидеть цвета небесников на арене. Отлично, шериф. А что будет с поселением? Научиться жить без своей стены. Это лучше, чем жить вдали от племени и быть пешками в глупых интригах Текоте. Но если переживаешь за них, поговори с Герой, духовницей клана. Она подскажет тебе, кому нужна помощь. Да, я попробую. А мне пора в путь. Хекару ждет новостей. Увидимся на Кульруте. Хорошо. Там нам тоже чудо не помешает. Попробую подняться наверх, посмотрю, как они там.